Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что весь год 25-й были на канале, заходите и даже перед новогодним вечером, новогодней ночью и перед самым Новым годом и все равно уделяете время интервью. Андрей Баумейстер, украинский философ на связи прямо сейчас. Андрей Олегович, приветствую вас с наступающим. Здравствуйте, Александр. Вас также и всех наших зрителей. С наступающим Новым годом. Вы знаете, очень хочется как-то вот на какой-то праздничной ноте провести наш сегодняшний разговор, но поводов для этого очень и очень мало. Или у вас другое мнение? Если да, то выскажите его. События последних дней бьют очень серьезно по голове и по возможностям, да, вот украинцев праздновать Новый год. Вот только-только вроде как все показали, как на фоне отключений света, проблем, связанных с войной, отправились толпы в Буковель, так там снегом завалило, понимаете, и, в общем-то, не доехать туда. Только-только появилась какая-то надежда, что вот Зеленский едет в Мар-а-Лаго, сейчас, вот там хотя бы праздники как-то они на фоне этих переговоров дадут людям выдохнуть. Так нет, скандал с вот этой резиденцией Путина, куда там отбили налет, и выход России из привычного переговорного процесса, то есть смена переговорной позиции и ожидание ответа. Удары по энергетике Одесса, вот буквально несколько часов страдает, и опять часть города без света. Налеты, ожидание какого-то массированного удара. И кажется, что не было ничего в 25-м, что, ну, потому что вот такой финал, что нас натолкнет на главное, что все равно год прожит не зря. А получается это зря, переговоры безуспешные. Какие мысли по этому поводу? И есть ли хоть какая-то, ну, 25-й год надежду оставил на мир? 25-й год – это очень важный год. Это год первого ясного поворота к другому миру. То, что украинские власти, российские власти делают со своими гражданами, никак не отменяет достижения этого года. Это год ясности. Это год, когда труднее лгать. И несмотря на усилия пропагандистов с разных сторон, мы имеем возможности получить более ясную картинку. Вот посмотрите маленький пример. Выходит Зеленский и Трамп в Мар-а-Лаго на пресс-конференцию. До этого и потом пресс-конференция. Что бы ни говорил украинский президент, Трамп очень спокойно говорит фразы, которые в 24-м были бы просто невозможны. Что вы тоже наносите удары. Вы тоже обмениваетесь с Россией ударами. Но они больше, они сильнее. Нужно думать, когда вы решались принять этот вызов воевать дальше. Нужно какие-то результаты подсчитывать. Нужно быть ответственным. И вот все эти вещи, они говорят сами за себя. Полностью изменение риторики американской стратегии. Постепенное понимание европейскими лидерами необходимости что-то делать со своими экономиками, со своими стратегическими планами и так далее. Кто сейчас страдает больше всего, это украинские граждане. Потому что нет подолгу света, нет часто воды, и с людьми происходят очень серьезные изменения психологические, потому что в 21 веке нельзя сидеть часами без самых элементарных базовых средств. Но здесь я могу только высказать свою солидарность и поддержку украинцам, тем, кто страдает, и выразить надежду, что 26-й год уже прекратит эти страдания и немного освободит нас, украинцев, от той власти, которая практически играет на этом, ничего не желая делать. Сейчас еще один, завершая этот ответ, пункт ясности. Зеленский не хочет, всячески старается удержать власть в своих руках и не хочет никак
решать вопросы, решать проблемы, связанные с мирным договором. И для этого придумываются, вот если отмечать, будущие аналитики будут просто смотреть, как некоторые лидеры, такие как Зеленский, цепляются за власть, как придумываются какие-то слова, специально вброшенные эти 20 пунктов. Европейская пресса эти 20 пунктов повторяет. Вброшены эти 90-95%, которые на самом деле абсолютная ложь. Потому что на самом деле вопрос прекращения огня, вопросы территорий и вопросы стратегических решений – это не 5%, а это фактически вот те 95%. Нужно говорить, что мы на самом деле обсудили только 5%, а вот 95% не обсудили. Но все это пока еще пересмуссируется, но это тоже, мне кажется, момент ясности. Итак, 2025 – это год полной трансформации мирового порядка. Это выбор нового совершенно направления истории. И это год ясности. Как бы ни старались пропагандисты, еще раз говорю, с обеих сторон. Мы вернемся к перспективам, вообще есть ли они в 2026 году, и к выборам, которые четко, я с вами согласен, четко и ясно. Вот буквально вчера Лавров артикулировал, говорит, все, значит, у нас четкий ясный план. Значит, выборы, новый мандат и переговоры. Сейчас мы об этом поговорим, но я, пользуясь случаем, хочу, чтобы вы раскрыли тему трансформации мира. Ведь у нас в 25 году, да, ну там Google тренды передают, понятно, там графики отключений, для Украины имеется в виду, да, что украинцы в Google забивали, передают такие разные слова. Но по большому счету мы услышали много очень интересных политических слов. Например, дух Анкориджа. Это прям очень интересно. Коалиция желающих появилась в 25 году. Мы увидели ситуацию, когда, например, Путин прибывает в Индию, например, да, и, собственно, Индия, вот эти санкции, да, как бы вроде как сначала их ограничивает, а потом это все выруливается. Мы видели встречу Путина и Си Цзиньпина, где они, прохаживаясь, ну, на параде вот этом большом, да, они, 3 сентября, они, да, это было. они прохаживаясь, да, обсуждают, как жить дольше человеку до 150 лет, понимаете? Ну, и плюс, конечно, там искусственный интеллект, кто называет пузырем, кто-то называет, ну, как бы новым шагом к чему-то. С точки зрения нового, ну, миропорядка, нового мироустройства, новых принципов, как изменился, что изменил этот год? Раскройте вот эту тему, которую вы вот так очень аккуратно, глобально осветили и глобально указали на нее, но надо соответствовать. К чему 26-му? Вот чему нужно будет в 26-м соответствовать? Да, я на своем канале записал видео «Итоги года», где подробно об этом говорил, и еще своим платформам дал текст выступления своего, где указал на источники главные. Давайте, если так говорить кратко. Ну, во-первых, конечно, изменение американской стратегии – это не просто документ. Речь идет о том, что все события или все решения, которые принимает такой большой игрок, пока все еще главный, один из главных лидеров мировых, не связан ни с защитой прав человека, ни с защитой фундаментальных свобод, ни с распространением демократии по всему миру. То есть отказывается большая система от словаря, который сопровождал лет 70 и который обострился в конце Холодной войны. И под знаменами которого Соединенные Штаты с конца 20-го, в начале 21 века фактически осуществляла смены режимов по всему миру, вторгалась на различные суверенные территории, опять же, во имя защиты демократии, распространения прав человека и так далее и тому подобное. Более того, еще и Украина была взята под патронат Соединенных Штатов именно под этими лозунгами.
Я вчера купил очень большую книгу, называется «Тим Вайнер. Миссия ЦРУ». Громадная книга, это журналист «Нью-Йорк Таймс». Ее рекомендовали как очень важную к чтению. Там интересные вещи по Украине. И там, например, называется наш один из бывших президентов Янукович марионеткой Кремля, CNN журналист. И говорится о том, когда пришли к власти революционеры, нужно было поменять быстро за несколько месяцев 90% руководящих кадров СБУ. Понимаете? 90%. Быстро, за несколько месяцев. Под руководством ЦРУ. И здесь, в этом же книге, спокойно обсуждается планирование подрыва северных потоков. Хотя европейцы завуалированно вот об этом пишут до сих пор, хотя знают уже имена и так далее. Поэтому, возвращаясь к первому тезису, другой мир, который признает права других систем, не демократических, не либеральных, на сосуществование в рамках нового мира. Это баланс сил, это интересы сильных игроков, стратегия это объявляет, и это предполагание многополярного мира с новыми смещениями акцентов от Европы к Азиатско-Тихоокеанскому региону и в Арктику. То, о чем мы все говорили в 2025 году. Главные конфликты, главные столкновения там – это Азия и Арктика. Поэтому Трамп и говорит о Гренландии. И в начале года говорил, и в конце 22 декабря он назначил нового спецпредставителя по Гренландии. Это достаточно серьезный американский политик. То есть, вот ушла эта волна. Второе – это полное изменение российско-американских отношений, или американо-российских, если говорить точнее. В 2020-2021 году совершенно был мир другой. Не только авторитарные режимы не объявлены врагами, но еще и вот эти анкориджские соглашения, которых мы не знаем, или дух Анкориджа, предполагает перестройку отношений центров силы. И это постепенная маргинализация Европы, как ни горько мне это признавать, поскольку я евроцентрист. И критика Европы администрации Трампа и в стратегии Европа объявлена именно как антидемократическая и несвободная зона. Несвободная экономически, несвободная политически, несвободная информационно. Что это, не новый мир? Ну и, наконец, да, вот технологии, о которых я подробно говорил. Этот год начала гонки. Вбрасываются громадные суммы, сотни миллиардов долларов и евро в форсированную разработку суперинтеллекта. А это смена коренная рынка труда, способы досуга, в ближайшие годы, не десятилетия, а годы, мы увидим другой мир. Другая оценка мотивации жизни человека. Другая мотивация его жизненных целей, другая мотивация досуга. И в конце концов новое распределение неравенства, новое представление о власти, не только с помощью ракет или с помощью дронов, это другая власть. И сегодня мир готовится к другому противостоянию. Поэтому российско-американская война – это заноза еще старого мира. Поэтому Трампу это так неприятно, это ему постоянно мешает. В его сознании и в сознании тех людей, которые видят уже новый мир, это то, что под ногами и мешает сделать рывок. А наш президент занял позицию вот такого человека, который все-таки пытается уцепиться за эти рубежи, говорит: нет, обратите на меня внимание, я буду создавать вот эти инфополя до последнего. Надеясь на то, что потом чудом на каком-то чудесном вертолете или на каких-то чудесных там ковре-самолете его смогут эвакуировать в какую-то безопасную зону, что тоже неразумно. Хотя бы нужно иметь чувство самосохранения и готовить не только свою страну, свою страну к другому миру, но и думать немножко о своем будущем. Потому что история показывает, когда политик так попадает
попадает в такие вот тупики, потом очень трудно сохранить свою безопасность и сохранить свои возможности, гарантии для себя и своего ближайшего окружения. То есть это игра ва-банк. Это не расчеты, это не рациональная политика. Это игра ва-банк до последнего. Ну, посмотрим. М, Я Знаете, описал общие контуры нового мира. Новая власть, новый тип труда, новый досуг, новое перераспределение власти и новые регионы конфликтов. Так про- кратко. просто понимаете, я почему вот так вот, вот сюда захожу, потому что давайте откровенно. Ну вот, Я сейчас, все время говорю не, откровенно. сейчас Зеленский, он анонсировал, что 3 числа приедут в Киев советники стран коалиции Ж, да, а 6 встретятся с лидерами. И вот если так вот, ну вот просто, по-честному, то ведь каждая страна из Европейского Союза, вот сейчас, например, там болгары евро вводят в оборот. Да. А, Колоссальная же проблема, да? И там есть и политические контры по этому поводу внутри, и финансовые такие есть. Болгария не шибко бедная, не шибко богатая страна, беднейшая в Европе. Ну, имеется в виду из членов, из тех, которые, да, Мгм. в Европейском Союзе, не претендентов. И вот там разные страны. И каждая страна новый мир и новые правила, собственно, власти, правила игры, перефокус и вот туда, в азиатский регион, да, вот сейчас же учение Тайваня, да, вот, окружили Тайвань учениями, и все. Ну, Трамп поставляет оружие, да, это же принципиально взрывоопасный момент, очень взрывоопасный. Когда только начиналась большая война в Украине, все же прямо связывали ее с Тайванем. Только последний годик, полтора, так немножко, знаете, тема затихла, и, в общем-то, не до Тайваня было. А тут видим Тайвань, а тут видим, все понимают. Каждая страна в Европе, она, скажем, по-своему переживает вот этот вот весь процесс глобальный. И достаточно просто сказать Зеленскому «нет» в плане денег и ну, вооружений и так далее, и поддержки боевых действий. Достаточно Европе сказать Зеленскому «все, договаривайся». То есть территориальные потери, вот эти все моменты, окей. Но Европа этого не может сделать. И кажется, что в 26 году вот будет как раз-таки вот такой момент истины. Ведь кроме консолидированной европейской такой наглядной, демонстративной позиции, мы видим очень серьезные проблемы внутри, которые к этому могут и привести. Андрей Олегович, если попытаться спрогнозировать поведение Европы, которая на фоне, я подчеркиваю, никто не снимает сейчас остроту момента, вот сейчас новогоднего, то есть 31 декабря, 1 января и дальше, вот эти новогодние праздники, все ждут удара то ли орешником, то ли какого-то вот этого ответа, да, вот со стороны, ну, которым Лавров говорил, со стороны Российской Федерации, плюс там подспудно говорят охота на Зеленского, ну, как бы как все, теперь голубой крови нет, он теперь кровь у него обычная, он теперь без гарантий безопасности персональных. Европа может дать отворот-поворот в 26 году? Можете спрогнозировать? Отворот-поворот кому? Зеленскому? Зеленскому в желании продолжать войну или ну, там, удержаться у власти и протянуть время конкретно войны. Никто не может прогнозировать. А, Себя Европа в 25 году повела непрогнозируемо, против интересов своих национальных государств. Когда мы говорим Европа, мы тут же разделяем брюссельские группы и интересы отдельных европейских стран. Если, например, взять нынешнюю Польшу, то часть политикума придерживается позиции Трампа. Новый президент Кароль Навроцкий фактически протрамповский политик. Точно так же Венгрия. Точно так же еще ряд игроков. Мелони фактически также пытается делать политику в фарватере решений Трампа. И если она примыкает к каким-то вот этим вот группам, все равно это такой, говоря грубым языком, засланный казачок. Речь идет о Старой Европе. Давайте называть точно. То есть это брюссельские группы раз.
Это нынешние группы Германии и Франции, причем которые не обладают большой поддержкой у немцев или французов, скажем так. Поэтому парадокс. И это действительно часть тени этого документа стратегического американского. Получается, что такие люди, как Макрон или Мерц, имея низкий рейтинг, на них возложено бремя принятия серьезнейших решений. Это нужно понимать. И это, ну, например, там, страны Балтии. Но опять же, они являются частью скорее такого информационной войны, а не реальной экономической и финансовой и так далее. Что мы можем прогнозировать? Мы можем прогнозировать, я вижу, что европейцы выжидают, и что если ситуация будет быстро обваливаться, будет соревнование, кто быстрее поменяет свои слова, свои речи и начнет встраиваться совершенно в другой порядок. Я могу прогнозировать, что если ситуация с миром в Украине будет форсироваться, европейцы, и это просто исторически всегда подтверждено, и потом все удивляются, как все быстро произошло, буквально за несколько недель. Европейцы будут встраиваться в совершенно другую структуру. Выстраиваться в очередь к Трампу и встраиваться в очередь больших экономических проектов, связанных с Арктикой, связанных с, ну, не знаю, с развитием своей же экономики, то есть договариваться с Россией, та же Германия, по поводу поставок газа и так далее. Это такой сценарий худший для, ну, как бы, нынешней части украинской власти. Какой худший сценарий? Затягивание до последнего и рассчитывание на старую добрую за последние 50 лет европейскую рутину. Европейцы в основном это рантье. Они живут за счет старых компаний, промышленных, возможности того, что они предоставляют свои земли и собственность богатым украинцам, богатым россиянам. Куда часть этих элит, проворовавшихся или, скажем, конфликтных, или, я ищу слова хорошие, ну, скажем, фронды политической, куда они устремляются? Они устремляются в Европу или в Англию, Великобританию. Соответственно, они везут туда свои финансы. Они являются людьми, которые как-то удерживают еще европейскую экономику. И здесь пока европейские элиты могут рассчитывать на медленное сползание. У них еще есть небольшой запас времени. Это безответственно, потому что на наших глазах происходит фактически ослабление Европы по всем направлениям. Она уже не субъект технологической гонки. Она не субъект политических решений. Суммарная доля ВВП в мировой экономике упала до 14%, а может падать дальше. Европа в 2000 году, если читать документы, хотела стать второй в мире. По крайней мере, соравной Соединенным Штатам. И я советую нашим зрителям перечитать эти программные документы «Миллениума». Это лидер технологий, это мировой экономический лидер, это самый хороший рынок мира, самая привлекательная зона для ведения бизнеса, занятия инновациями и так далее и тому подобное. Если мы подведем итоги, 2000-2025 год, мы увидим этот разрыв. Ничего не произошло. Наоборот, ушли 3, 4, 5 роли. А это значит, я говорю о завершении плохого сценария, это будет продолжаться. И, ну, вот такое вот мягкое, теплое. Это как, знаете, человек, которому много лет, уже нет активности для жизни, но он каким-то образом продлевает свое существование, хотя его жизнь нельзя назвать качественной. Он нуждается в уходе. Это человек, который не принимает решений и так далее. Мне не хочется такой Европы. Я хочу Европу видеть другую.
Ну вот это между этими крайними полюсами. Резкая смена политики, риторики и встраивание в эти дерзкие, абсолютно революционные изменения мира. И мы посмотрим, это будут те же политики, или это будет обновление политической ландшафта в этих странах. Мы не знаем, кто будет во Франции президентом. Мы не знаем, что будет с немецкой политикой и так далее. Или это будет такое медленное умирание и попытки каким-то образом оставаться на плаву ближайшие 20-30 лет. Но это приведет к окончательной маргинализации Европы. Что для меня, например, неприемлемо. Вот два сценария. Просто мы же, как это, щит Европы, воюем за Европу. Ну, Нам, это один из... Опять, это для нам так, да, специалистов по говорили. пропаганде. Да. Да, это для специалистов по пропаганде. Было придумано так много клише, и эти клише работали. Это тоже еще достижение 25 года. Когда открывается больше фактов, и становится более... Я не говорю, что мы больше что-то поняли. Вы понимаете, можно догадываться, но воздерживаться от каких-то высказываний, я как ученый могу сказать, только потому, что я не могу делиться догадками. Мне нужны факты, мне нужны исследования. Вот они есть. В прошлом году, в этом году эти книги появляются, эти расследования появляются. Они написаны на Западе. И там ни в Китае, ни в России, хотя тоже нужно изучать литературу, ни в Индии. И вот в этот период ясности все эти фразы и тоже коалиция желающих, это все клише. Желающих что? У Европы, и это пишут высокопоставленные военные, политики, политологи европейские, нет таких ресурсов. Это не та разведка, не те вооружения, не те возможности, которые позволили бы Европе, не знаю, удерживать еще войну в Украине длительное время. Ну нет. И здесь это тоже новый мир. Это пока между царствием. Да, вот действительно, по оценкам оказалось, что европейцы чуть ли не даже больше финансово помогали Украине последний год. То они пытаются спорить с Трампом. Но мы не видим применения этих финансов в Украине. Я называл эти цифры. Только на гуманитарные цели 19 миллиардов евро Западом поставлялось с 22 года в Украину на внутренних переселенцев, на защиту инфраструктуры. А всего это где-то 265-270 миллиардов евро в год. Это финансовая помощь. Мы ее не видим. Беззащитная инфраструктура, брошенные переселенцы за некоторыми фасадными исключениями. И это тоже стиль Европы. Американцы жестко ставят вопрос, где наши деньги. Я не встречаю в европейской прессе, только глухие, вот европейцы очень глухо реагируют, вот таких прямых вопросов. Вот эта коалиция желающих, и европейские политики должны спросить, где европейские деньги? Мы взяли 10 миллионов украинцев. И мы можем сказать, где они живут, что они получают и какие возможности имеют. Мы позаботились о ваших гражданах. Мы вам дали деньги, чтобы вы позаботились о своих. Покажите нам построенные города, коттеджи, инфраструктуру, защиту людей от российских дронов и ракет. А сообщения такие: украинцы сидят без электричества, без воды, они встречают Новый год в таких условиях. Да, это атаки России. Но деньги давались для того, чтобы украинская власть защищала украинцев от этого. И если мы смотрим за новостями, вот вы сказали Одесса, мы тоже сегодня должны все время говорить А и Б. Есть Одесса, есть Туапсе. Да. Есть атаки России на Украину, есть украинские атаки на Россию. Или, опять, как пали стандарты давно европейских СМИ или британских. Вот большое интервью сегодня утром одного из старейшин BBC. Он говорит,
Вот Россия производит террористические акты возмездия на территории Европы, убивая своих оппонентов. И называет снова вот эти имена, имена бывших сотрудников ФСБ. 2, 3, 4 имени. Но где стандарты журналистские, чтобы назвать имена не, извините, десятилетней давности, 15-летней, а этого года, где Украина, украинская власть, извините, Украину я не хочу сюда вмешивать, и украинская тайная полиция разделывается не только с оппонентами, но и совершает акты возмездия, назовем это так, и на территории России, и на территории Европы. Это покушение, это убийство и так далее. Европа об этом не говорит. Только Северный поток чего стоило, чтобы что-то начинать говорить. Просто немцы вынуждены об этом писать. Но еще раз, вот американский журналист, целая глава, вот, пожалуйста, как все это происходило. То есть, вот эти стандарты. И когда мы говорим сегодня в этом отличие от пропаганды. Мы должны видеть общую картинку. И если, например, кто-то говорит о нарушении прав человека в России, что факт, и ужесточение полицейского режима и автократии, что факт, нужно сразу же говорить о абсолютно автократическом, я бы сказал, враждебном к человеку режиме в нашей с вами, Александр, родной стране. И что пока улыбается или делает гримасы Зеленский, в это же время ужесточаются действия ТЦК. В это же время происходят вещи, которые Европа не может никогда на самом деле оправдать, поэтому она о них просто молчит. Хотя вот вчерашний, например, ФАЦ, громадный лист, я сам удивил, Геннадий Труханов, вспомнили. Громадная статья Frankfurter Allgemeine о Труханове. И немцы задают вопрос. Так, а что же, собственно, с ним... И фотография его, кстати, фотография с браслетом. Вот здесь такая фотография, видите, браслет. Такая громадная статья Труханова. На целый лист никогда об Украине так. О каком-то человеке не писали. И тут спрашивают в конце этой статьи, а какие же идеи пришли защищать вместо Труханова Лысак и там еще его гражданские. И немцы с удивлением пишут, что они пытались до них дозвониться, а они не выходят на связь. Они не могут объяснить, они приехали в Заняты, Одессу. война, Да, надо они не защищать могут Одессу. объяснить, да, какое видение, какие идеи в Одессе они представляют. Да, вот правда, а что изменилось? Да. Да, что изменилось, да. И если Труханова уволили за то, что Одесса, за которую очень я сильно переживаю, потому что много близких людей в Одессе. Одесса была уязвима. Вот Труханова надели браслет, он сидит, значит, под домашним арестом. Стало лучше. Одесса стала более защищенной. И в Одессе ситуация становится спокойной, и так далее, и тому подобное. То есть уже здесь задают эти вопросы. Но во всяком случае, вот это и есть год ясности. Мне кажется, что даже любой человек, который высказывается о политике или спрашивает о политике, должен говорить А и тут же говорить Б. Иначе он будет пропагандистом. А если задать вот такой прямой вопрос? Я очень часто слышу на своих эфирах, на других эфирах с разными, абсолютно разными экспертами. Они говорят и утверждают, что вот в формате понимания 25 года как года ясности Украина проиграла войну. Вы согласны с этим утверждением? Да, я согласен с этим убеждением. Это даже пишут европейцы. И это, мне кажется, не стоит обсуждать. И когда говорят о медленном продвижении российских войск, тогда нужно добавить, это медленное продвижение, но вы готовы продолжать дальше? Действительно, можно говорить о том, что проиграли войну в современном мире, звучит многозначно. Например, мы не имеем перед собой картины коллапса системы или обвала фронта.
на данный момент, и еще раз подчеркиваю, на данный момент, хотя в каких-то пунктах, вот там Гуляй-Поле и какие-то там север, ну, происходят какие-то вещи, но проигрыш в войне – это немного другой. Проигрыш для людей разумных. Я имею в виду и власти. Когда ставится несколько вопросов, давайте их поставим. Может ли система финансово, демографически и в военном плане продолжать войну? Какие у нее перспективы продолжать вот то, что происходит? Ну, заткнули еще где-то дыру, но еще бросили последние резервы куда-то. Но отчитали, что там где-то сняли там в одном из городов, и пока ситуация улучшилась. Но это же временные точки. Вот если мы спросим, при том же раскладе сил, если в 26 году это будет продолжаться, какой смысл этого? Если система ни финансово, ни военно, ни в человеческом плане, в плане мужчин, не может дальше воевать, а другая сторона, я подчеркиваю, может продолжать войну, демографически, военно-экономически, хотя им тоже это невыгодно, и не нужно там преувеличивать какие-то масштабы экономики, но они могут, а мы нет, то при всех прочих условиях в 26 году произойдут полностью необратимые процессы. То есть еще несколько сот тысяч мужчин исчезнет на планете Земля, украинских, российских тоже. Но опять же у нас дефицит демографический. И мы потеряем еще ряд территорий. Вот посмотрите, я хочу вот здесь, воспользуясь возможностью, высказать опять, извините, мои сограждане, нам всем тяжело, но мы должны говорить ясно и понятно. И мы должны понять, что когда нам говорят то, что нам нравится, каким-то группам, то это наоборот плохо. И когда человек, который тяжело болен, который требует лечения, ему говорят, что ну это все тебе кажется, тебе кажется, что у тебя болит голова или сердце и так далее. Я обращаюсь к той части как бы националистической, патриотической, к партии войны я обращаюсь сейчас, потому что многие украинцы давно не хотят войны. Так вот, период ясности. Получается так. Когда Украине, уже даже американская сторона, не российская только, говорит о необходимости территориальных уступок, украинская сторона говорит, нет, мы не торгуем землей, наша конституция, наш народ не готов. Зафиксируем это. И последний, буквально Fox News, буквально после разговора с Трампом это заявил Зеленский. Со своей жестикуляцией красивой. И некоторым вот этой партии войны это нравится. Вот какой президент, вот какой он упорный, упрямый и так далее. Но если тут же спросить, но это же самая территория все равно будет потеряна в течение полугода или года, но с громадной потерей мужчин. И для того, чтобы удержать эту аудиторию, еще несколько сот тысяч мужчин будут пойманы, потому что они не идут в армию, они будут пойманы на улицах городов и сел и отправлены в этот ад. Вот эти люди, они согласны на это или нет? То есть, когда президент страны говорит, общество не готово, общество не согласно, мы не отдадим территорию, то нужно читать по-другому. Мы работаем с своей фокусной группой. Эта фокусная группа, наша поддержка или около нее, требует только определенных слов. Вот если сказать «мы не готовы», перекодируя, мы готовы убить или бросить на смерть еще несколько сот тысяч украинцев, чтобы эту территорию потерять, и когда будет полный безвыход, мы разведем руками и скажем, ну дальше мы уже просто не можем. И вот это точка ответственности Зеленского в январе-феврале 26-го. Вот я просто дешифрую эту речь. Мы не готовы, это значит, общество не готово, это значит, что общество готово еще 200-300 тысяч мужчин бросить
защищать территории, которые будут потеряны. Так а Вот в что чем. такое в этом контексте общество, Андрей Олегович? Ну, это люди, которые... Общество – это люди, которые... Это разные фонды, бизнес-клубы, политические определенные группы людей, которые отчасти которые освобождены от войны, многие из них, особенно главные лица, и которые, как это ни прискорбно, являются благополучателями от продолжения войны, Понимаете, вот, поскольку вот все говорят, вот эти вот философы, там политические эксперты, какие-то так, аналитики, да, вот это все. Тут же вот он, смотри, как человек с ружьем, власть и так далее. Но вот зачем нужна вот экспертная аналитика и вот именно вот погружение в эти, казалось бы, да, и так все... Нет, ребята, непонятно. Когда отброшены базовые понятия о том, что такое общество, вот вы как бы даете трактовку, описываете украинское общество, а я предлагаю сразу как бы на землю сразу. То есть ты, который сидишь без света, у тебя там какая-никакая работа, удаленная или ты вынужден ездить, какая-никакая бронь-отсрочка, которая может не быть, или может... Ты, допустим, женщина, которая ждет с войны мужчину своего, не уехала за границу, но уже думаешь, что надо, пока там хоть какие-то пособия дают, сейчас же как бы будут убирать это все дело или сокращать. Ты там, которая там пенсионер, пенсионер, да, который там смотрит и удивляется этим жутким новостям по поводу гривны, цены, всего на свете, тебе не хватает. Вот ты не общество. Вот это вот очень важный момент. так я об этом тоже все Да, время. то Ну, есть, давайте еще. Дело в том, что это проговариваются и наши активисты, и наши властители дум в своих пламенных посланиях. Я не хочу, все время называю их имена. Они подумают, что я их рекламирую. То есть они прямо даже в своих текстах, в своих интервью называют обществом свою тусовку. То есть общество – это те люди, которые готовы воспринимать, потреблять и транслировать на других, на соседей, на друзей вот этот набор идей. Это общество было искусственно создано фондами на моих глазах в конце 90-х, в начале нулевых годов. А фонд відродження Сороса так и назывался. Его одна из главных программ – развитие гражданского общества. Но это неправильное слово. Создание мобильных групп для реализации определенных целей. Я еще, кстати, новое слово встретил даже у своих бывших учеников. Это хорошее слово украинское «мережування». Вот это отличное слово. Я видел, как это создавалось на моих глазах, и когда я читал лекции о философии, я тоже понимал, что я тоже часть этого, как это, давайте по-русски переведем, сетевирования, как-то так, слово сеть, создание сетей. Вот тебя приглашают в респектабельный там какой-то бизнес-клуб. Вот тебя приглашают проводить с какой-то политической партией интересные беседы на темы справедливости или миропорядка. И тебе кажется, философу, гуманитарию, что ты имеешь возможность обратиться к этим людям и как-то формировать их видение, влиять на их решения на уровне мышления критического, чтобы снизить градус пропаганды, чтобы все-таки общество было не вот этими группами, ну не знаю, спец назначенцев для того, чтобы осуществлять определенные цели. Но на самом деле это часть создания сетей. И задание сетей создавать видимость, что кроме вот этого общества нет никаких других точек зрения. И что все красивое, нарядно одетое и богатое, и влиятельное политически или медийно, это только безальтернативно эти группы. И все, кто не хочет быть частью этого общества, должны из него выбрасываться, причем самым агрессивным, причем даже без всякого морального там налета образом.
тут же унижаться, объявляться врагами, объявляться, что он там на кого-то работает и так далее. Вот это я немножко разложил. То есть то, что Нет, так называется в Украине смотрите, так обществом, давайте это тогда, специальная группа людей. тогда закончим тогда эту мысль. Вы говорите, а какой смысл воевать дальше? То есть я сейчас конструирую, я не то, что там, ну, Я отвечаю на вопрос, что значит поражение Украины. Я вот его тут, рассказал. да, Одна да, да, система да. не может дальше воевать. И нету смысла продолжать войну. Подождите, получается, я просто, вот если мы выстраиваем эту конструкцию, получается что? Что война будет до тех пор, пока она не потребует смертей от членов вот этого общества. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть пока вот эти, вот когда фраза идет вот эта, она же такая, она ее там описали как пропагандистскую, до последнего украинца, да, до последнего украинца. Не-не-не, не до последнего просто украинца, а не члена общества. Получается, в этом задумка, собственно, ну вот такое целеполагание, вот такая у нас перспектива. Ну да, можно назвать это гвардией главной. Да, вот это ядро. Нужно понимать, что вам тоже предъявят, что часть этого общества на фронте. И, ну, как бы, вынося за скобки или беря в скобки националистов, боевиков, для которых это вообще образ жизни. И они просто поменяли один образ жизни, там, в 2014 году, в 2015 или в 2012 на 22. Часть это, ну, такие, ну, я бы сказал, декоративная война, декоративные войска. Я знаю многих представителей этих фондов, ребят, они фотографируются в форме, они в касках, немножко так нелепо выглядят. Это люди на самом деле не на фронте. Ну, начиная с наших певцов и поэтов, которые вот так объявляют. И недавно еще один журналист, который вел одну из на ICTV, забыл, как-то «Свобода слова» называлась. Карпяк, да. Да-да-да. Вадим Карпяк. Вот они объявляют, они идут на фронт. И же там Жадан, значит, Вакарчук, они тоже на фронте. И еще ряд фондовских ребят, с которыми общался, они тоже но они не на фронте на самом деле. Они ездят по миру, а вдруг они почему-то в каких-то прекрасных залах выступают. Они часть агитации. Это агитаторы. И если они туда где-то приезжают на фронт, они не сидят в окопе. Они не на передовой. Вот в этом... Да, вот вы верно заострили вопрос. Но мне кажется, что это общество, берем его в кавычки, да, или как бы спецгруппы людей, или группы активистов, прекрасно понимают, когда к ним приближается опасность. И вот это будет критическим пунктом, но дело в том, что многие из них незаметны, и ваши зрители даже не знают их имен. Я знаю их имена в силу взаимодействия с ними, так или иначе. Там, на выступлениях TED, например, в 2016 году, на встречах, связанных с дискуссиями и так далее. Вот я просто знаю их имена. Но эти люди, поскольку они в основном анонимны для публичности широкой, они просто исчезнут. Это как исчезли активисты ющенковские. Мы с вами несколько раз говорили в течение года. Проследите их биографии. Они громче всех кричали. Они больше всего хотели в Европу, и они живут в Европе или в Америке. То же случится и с этим обществом. Они просто перестанут жить в Украине, поскольку они часть другой системы. Системы, которая в стратегии американской безопасности названа транснациональными организациями, исповедующими вредную идеологию, разрушительную для национальных интересов государств. Это агенты транснациональных организаций. Они не являются украинцами. И давайте так вот сейчас чуть-чуть рискованно перед Новым годом. Они называют себя украинскими активистами. Они одевают вышиванки по праздникам. Они цитируют украинских поэтов, которых перед этим заучили буквально за день до этого. Но они не являются представителями украинского общества в буквальном значении. Потому что они являются субъектами транснациональных групп. И когда начинает припекать, эти субъекты растворяются и перемещаются в пространстве и оказываются в других
на других территориях. И доказательство очень простое. А вот ближайший круг, вот, например, Зеленского, вот так же он и оказался на других территориях. Казалось бы, к ним вот это вот дыхание огня только американского через НАБУ и САП приблизилось, но Труханов сидит с этим вот обручем на ноге, а все эти люди, имена которых так, как будто они герои, понимаете, какие-то. И все время повторяют, да, и вы указываете на них, и чтобы их не забывали. Они каким-то образом чудесным, я думаю, что они представители, у них есть волшебные силы. И они просачиваются через границы, где просто неподкупная Да, у этих, стражи порядка, у компаний, внезапно, у которых там 1000 гривен учредительного фонда миллионы оказывается оказывают. Вот это миллионы чудо, что-то, это да. чудеса возникают. Вот эти чудеса, когда вдруг у человека, у которого 1000, там, актив 1000 гривен, платит 20, 30, 40 миллионов, это 100-200 миллионов, а эти люди просачиваются через украинские границы. И я завершу свою мысль. И, о чудо, оказывается, что у этих представителей общества даже не украинские паспорта. И если у них еще есть украинский паспорт, вдруг, то этот паспорт у них как бы отбирается на уровне самом высшем для того, чтобы облегчить их перемещение по мировому пространству и, наоборот, укрывать их от правосудия. Я просто рисую модель, по которой любой представитель этого общества, который слишком там много имеет власти или идеологической, или медийной, или финансовой, моментально, во-первых, перестает быть членом этого общества, потом и перестает быть членом украинского общества, и даже перестает существовать и жить на украинской территории. Вот это модель, по которой вот эти люди, а часть из них моментально перестроится и будет обслуживать новые, давайте уже завершим, новые группы, когда начнутся выборы. Часть этих людей скажут, вы знаете, а мы прозрели, мы не знали, а мы давно терпели. Или почитайте наши, Портников скажет, а я вот власть критиковал и Зеленского 2 месяца назад, 3 месяца назад. А там, не знаю, Пекарь скажет, а помните, вот когда против НАБУ власти, я сразу сказал, что Зеленский автократ. Порошенко скажет, я же называл Зеленского 5 раз в этом году тоталитарным лидером или автократом и говорил об угрозе демократии. Вот они соберут эти все свои высказывания и тут же встроятся в новые политические партии. Так кто? Вот я к этому хочу подвести. Значит, 26-й год. Выборы. Видите ли вы их или нет? Референдум. Видите вы или нет? И если мы, опираясь на вышеизложенное вами, ну вот, да, мы оттолкнулись от проигрыша в войне, да, и вот сейчас двигаемся вот сюда через вот понимание этого общества, недообщества или, ну вот, скажем так, Ну, неукраинского недообщество – общества. это унизительно, скажем так. Возьмем это как… это, ну, не знаю, как их назвать. Оккупанты. Ну, давайте так, профессиональная группа активистов, профессиональных патриотов. Потому что Вот. это их работа. Патриотом можно быть, вот я патриот Украины, патриотом можно быть по духу своему, да, по велению сердца. Ощущая киевскую традицию, магию киевских холмов, магию Львова, в том числе и красоту украинского языка, хотя мой родной русский. Вот это патриотизм. А это профессиональные патриоты. Я за свой патриотизм деньги не получаю. Я получаю деньги за свою деятельность преподавательскую, издательскую. Вот где источник моих доходов. А их источник доходов – это их патриотизм. То есть это группы профессиональных националистов-патриотов. Хорошо. Как будут выглядеть выборы и референдум в 26-м году, если не состоятся? И среди кого они будут проводиться? Ну, И это вопрос к тем политологам, которые этим занимаются. Я понимаю, что это будет вяло, неубедительно. Когда мемы были, ну, лицо с таким лицом тебе денег не дадут. Вот с такими лицами люди придут на выборы. И будут изображать, то есть люди будут играть вяло и неубедительно на плохом провинциальном уровне театральном, кто
военных, которые вот знают и были, и видели, и теперь только можно доверять тем, кто воевал. Или тем, кто, не знаю, все время помогал стране, эти волонтеры выйдут и скажут, вот это часть, они объединятся. Или будут создаваться какие-то совершенно искусственные вещи. Я вижу, что было несколько попыток, и вы уже можете в анализе показать, как мы шли на выборы в 23-25 годах. Можно проследить, какие партии вылазили чуть-чуть из схронов и какие проекты пытались создавать. Потом была команда, раз, они опять прятались. Ну вот что нам сейчас? Вот нам сейчас говорят, вот, говорят Залужный, говорят Буданов, или говорят технократ, или партия, или значит, народного значит, объединения и так далее, и так далее. То есть это старики, объединяющиеся, там Порошенко, Ющенко, Яценюк, и это то, что совершенно Ющенко идеолог, скажем, где Порошенко, Тимошенко и Яценюк и так далее. Или вот эти, то есть комбинации из полуискусственного, из БУ, бывшего в употреблении и проигравшего, будут искать вот эти. И будут садить этих свадебных генералов, под них делать. То есть сейчас, конечно, помните парламент сразу после 2014 года. Он был просто ну, как будто это сборище военных. Ну, люди, часть людей были, на них надеты были. Вот это будет тоже парламент. Там будет много военных, там будет много старых лиц. Но это будет печальный период развития. Потому что даже у их сторонников не будет уверенности, что это все это взаправду. Это какой-то период должен пройти, период восстановления даже психологически ментального. Но война не собирается останавливаться. Если мы видим логику, а то, что сейчас это максимально логично. Россия меняет переговорную позицию и говорит, значит, сначала у вас выборы, потом вы получаете вот эти печально избранные свадебные генералы, получают некий мандат, с которым они будут заключать мирное соглашение. Не перемирие, не какие-то там вот эти мансы, танцы вокруг да около, а мирное соглашение. То тогда какая вообще выстраивается перспектива завершения войны? Ну, перспектива будет пока, ближайшие годы. Давайте будем реалистами и холодными реалистами. Будут ставленники больших сил в ближайшее время. Это мы переживали, просто не называли это своими именами. Это будут представители или ставленники других субъектов. Их задача будет удержать, во-первых, ситуацию от развала. Раз. И два, быть посредниками и наблюдателями за освоением тех финансов, которые придут от спонсоров или от партнеров, как угодно. Я думаю, что это будут не только европейские и американские партнеры, это может быть и Китай, это может быть другие силы и так далее. И они должны будут обеспечивать порядок перераспределения и усвоения средств. Играть в патриотическую риторику или играть в реванш и говорить о том, что война с Россией снова будет через 2-3 года, мне кажется, эти гайки будут закручивать. Те, кто будет содержать всех этих политиков. Незавидно. Я бы не советовал. Но знаете, вот как режим Виши. Вот Петена можно считать предателем, а можно считать героем, потому что он вынужден был как-то удержать эту страну в очень неблаговидном такой роли. Совершенно. Ну, исторических примеров много. Или пример Германии. После 1945 года там были силы, которые до Гитлера еще были частью политики. Это были христианские католические группы, это был Аденауэр, и там были разные французы с немецким происхождением, Шуман и так далее. То есть это отцы создания новой Европы. Но мы фактически за 32 года независимости полностью уничтожили как бы советскую часть политики, а украинская часть политики занималась все время самоуничтожением,
потому что элита предыдущая уничтожалась вот, их последователями. И у нас нет сил, которые могли бы сыграть роль Аденауэра или Гаспери в Италии после поражения. То есть нам нужно учиться у стран, потерпевших поражение во Второй мировой, например. Это Финляндия, Германия, Италия, Австрия. Ну, Австрия была частью Третьего Рейха. И спросить себя, что мы можем взять из этого опыта, чтобы поражение, ну, если не в победу превратить, как Западная Германия, фактически она восстановилась и так далее. Италия все-таки стала развитой страной, то, по крайней мере, увидеть эти механизмы. Где искать политические силы, какие идеи можно взять на вооружение. Я бы взял идеи, не буду пропагандировать, но взял бы идеи христианской социальной доктрины, например. Взял бы идеи европейские, мы же стремимся в Европу все время, тем самым отдаляясь от нее. Вот это и терпимость, и сосуществование разных культур, языков, религий. Закрыл бы навсегда религиозные темы, языковые темы, культурные темы, исторические темы отдал бы только историкам. Вот, наверное, такой опыт. Но я не вижу просто людей, которые могут это делать. Это настолько тонкая работа, это насколько нужно. Вот мы в прошлый раз заканчивали на этом разговор. Это нужны примирители. Это одновременно и философы, и педагоги, и психологи, и экономисты, и фактически коучи человеческих больших групп. Это не пропагандисты и не ставленники каких-то других сил. Вот таких людей я не вижу. Мы их не ценили, мы их уничтожали. Такого типа людей, такого типа мышления, да, такого типа, скажем, действия. Но вот такие нужны, которые скажут: так, все украинцы, давайте. Вот это все. Мы определим список разделяющих, скажем, идей ненависти. Да? Мы сейчас определим список ненависти. Мы его осудим, мы скажем: больше никогда. Вот кто начинает говорить языком ненависти и по этому списку, мы его просто не пускаем в политику. Да, у нас есть свобода слова, пусть он там ведет какую-то свою газетку, свой канал, окей. Но в политику ни ногой. Как только, как у Шустера до Майдана, вылазит кто-то типа свободовца и начинает всех нагло перекрикивать, развивать расовые теории и говорить о недочеловеках на территории там, Донбасса, или даже Киева, или даже Львова, этот человек берется под белые ручки и все, навсегда. Вот если такое бы пространство создано было, а итальянцы, французы, немцы попытались, финны, создать такое пространство, у нас было бы будущее. Но что-то мне подсказывает, что опять будут орать на разных ток-шоу, обвинять друг друга, говорить, где ты был с 7 до 11. Да, Где ухылянт, ты не был в 17 ухылянт, году, да. брал ли ты зимний, сидел ли ты там в окопе Да. и так далее. А, И что ты говорил в таком-то году. Вы знаете, хочется, чтобы вот в завершении точку, чтобы поставить в сегодняшнем разговоре и в году, получается, да, 25-м. Как вам видится, для народа Украины, для украинцев, 2026 год, он будет лучше 25-го или хуже? И чего бы вы пожелали себе, как украинскому политическому философу? Себе бы я пожелал продолжать те начинания, которые, собственно, я сейчас занят. Образование, развитие навыков, взаимодействие с людьми, знаний, опыта, практики. Больше идей, больше групп, у которых горят глаза и которые живут другими смыслами, другими ценностями. Я надеюсь, что эти люди не будут жертвами пропаганды. Эти люди – золотой фонд, в том числе и Украины. Будет ли в следующем году проще или сложнее? Но это смотря в каком контексте спрашивать. Если пробуждение от страшного сна и возвращение реальности, вначале это больно.
но потом наступает исцеление. Как можно быстрее заключенный мир, понятно, что пойдет информационные потоки, и еще часть занавеса будет сброшена. Мы больше узнаем о том, что было в 19, 21, 22, 23. И это вначале будет боль, но это боль исцеления. Поэтому, скажем так, как будут чувствовать себя? Во-первых, будут чувствовать некоторое облегчение. Первый важный этап, давайте я быстро завершу. Первый важный этап – прекращение бомбежек, прекращение перебоев со светом и с водой и возвращением в нормальное русло жизни. Бытовой – это раз. Второе – это попытка исцеления от идеологической больной системы ценностей или псевдоценностей. Два. И третье – начало выстраивания новой страны. Насколько это будет возможно в тех условиях? Это три. Это все, мне кажется, это позитивный сценарий. Освобождение, исцеление, постановка реальных задач и попытка учиться на старых уроках, не попадая в плен больным идеологиям, разрушительным идеологиям ненависти, назовем это так. Андрей Баумейстер был моим собеседником сегодня. Андрей Олегович, спасибо большое за время, мысли и с наступающим Новым годом. Спасибо, всех с наступающим. Друзья, берегите себя. Пускай действительно будет 26-й год, несмотря на все сложности пересменки на календаре, будет лучше, чем уходящий. Добра и света. Увидимся.